Ну что, дорогие, продолжаем нашу рубрику «Притчи на ночь». И вчера я вам рассказал одну из своих самых любимых притч, которую я знаю почти всю свою сознательную жизнь с молодых лет. Это притча о чайном мастере и самурае. И опять услышал от вас очень много интересных версий, очень много трактовок. И самое интересное, что на протяжении своей жизни я в этой притче находил именно то, что мне нужно было на тот момент. И о том, что насколько важно иметь силу духа, и то, насколько важно не бояться смерти, насколько важно быть духовным. В общем, в этой притче заложено очень много. Я сейчас не буду перечислять все слои, которые я в ней находил. Я лишь скажу главный слой, который я сейчас открыл для себя. И он для меня является сейчас самым таким важным ключиком в этой притче. Эта притча сейчас меня учит тому, что очень важно найти свое предназначение в этой жизни. И очень важно заниматься в этой жизни своим любимым делом. То, к чему ты предрасположен, и то, что тебе по душе. И совершенно очевидно, что в этой притче чайный мастер занимался именно своим делом. Он любил это дело, он полностью отдавался этому делу, и он действительно в нем очень хорошо преуспел. И тогда, когда мы с вами находим свое предназначение, когда мы с вами начинаем заниматься тем делом, к которому мы предрасположены в этой жизни, то, как правило, все в жизни начинает складываться очень хорошо, и мы, как правило, всегда будем пребывать в гармонии. А раз мы будем пребывать в гармонии, значит, мы будем обладать колоссальной силой духа. И много интересных версий было, почему самурай убежал. Например, вот одна интересная была версия, что самурай испугался, потому что за спиной чайного мастера стоял, значит, его хозяин-самурай со своей армией. Можно и так, конечно, трактовать. Но очевидно, что самурай испугался той уверенности, той силе, внутренней силе, той энергии, которая исходила, которую излучал этот чайный мастер, когда он пребывал в этом состоянии. Потому что он погрузился в свое самое гармоничное состояние. Он погрузился в состояние, когда он готовит чайную церемонию, и он наполнился этой силой, он наполнился колоссальной силой, энергией, что даже такой опытный и сильный самурай испугался этой уверенности и, бросив меч, убежал, трусливо убежал. Но вот для меня эта притча сейчас означает, что мы должны искать свое предназначение и идти по нему. И тогда мы намного быстрее обретем эту гармонию, эту внутреннюю силу. Вот такое понимание у меня этой притчи на сегодняшний момент. Ну и очередная притча вам на ночь. Если первая была древнеиндийская, а вчера была японская притча, то сейчас я вам расскажу древнюю христианскую притчу. Притча о том, как один человек решил прибрать в доме своем, навести порядок. И вот он выкинул всякий хлам, навел порядок, помыл полы, протер везде пыль, грязью вымыл. Ну, то есть навел идеальный порядок, и вместе со всем этим мусором и грязью, которую он выбросил, в том числе и он выгнал из своего дома беса, который жил у него в доме. И вот этот бес начал скитаться по земле в поисках нового дома. Скитался и встретил еще 9 таких же бездомных бесов, которых также кто-то когда-то выгнал. И вот они скитаются десятером, ищут себе новое жилище, и этот бес решил навестить свой старый дом, посмотреть, как же поживает его прежний хозяин. И вот пришли они к этому дому, смотрят, дом стоит чист, убран, но никто в нем не живет. И поселились они там десятером. Вот такая притча вам на ночь. Жду ваши комментарии. Все, ребята, спокойной ночи.